день, дорогие мои друзья! Меня зовут Жанна, и я всех приветствую на своем канале. Сегодня я с вами побеседую вот из Милашкиной комнаты. Сюда мы редко заходим, только прибраться. Ну и компьютер у меня здесь стоит вот передо мной. Иногда я здесь работаю, загружаю свои видео. Массимо сегодня опять на работе, а я вот тут сижу и думаю, о чем же с вами поговорить. Меня давно просили сделать видео про итальянских мужчин. Ну вот сегодня я и расскажу вам немного, сделаю такое коротенькое видео и попытаюсь подробно, доступно рассказать вам об итальянских мужчинах. Когда мы говорим об этой прекрасной стране, нам всегда первое, что приходит в разговоре, это поговорить о моде, о красоте Италии, об архитектуре, о достопримечательностях Италии. А также мы любим поговорить об искусстве, ну и, конечно же, о кулинарии. Это очень знаменитая кухня итальянская, и мы все ее любим, что тут скрывать. Но сегодня я вам хочу рассказать о другой стороне, о другой достопримечательности Италии. Это итальянские мужчины. Итальянцы сами по себе вообще очень шумный народ. Как мужчины, так и женщины. Они любят очень громко разговаривать. У них очень звонкий голос, ну до того звонкий, а еще они все певуньи, и женщины, и мужчины. Они любят, просто обожают петь в душе, петь на кухне, петь, свистеть, посвистывать. Для них не существует, что в доме свистеть нельзя. Они могут насвистывать любую, которую им нравится, песенку, на всю квартиру и не задумываются о том, что это может кому-то мешать или просто кому-то не нравится. Прикрою себя, у нас холодно, дождь идет. Даже совсем недавно мы заехали за Миланкой к ее маникюрщице, и она уходила уже, а мы были в машине уже. И мы так громко прощались, что я потом просто обхохоталась, и Милане говорю, мы уже тоже как итальянцы стали на улице. Она закрывала свою студию, а мы уже сидели в машине, так как была погода плохая. Мы из машины, я ей кричу, я же тоже ее хорошо знаю, я ей кричу, как дела? Она мне кричит в ответ громко, просто орали. Потому что они эмоциональны, и мы, глядя на них, тоже переняли их вот эту эмоциональность. То есть, если ты просто тихо спросишь, как у тебя дела, это будет просто, не то, просто не то. А вот именно надо спросить вот с тем смаком, как они сами это любят делать. О, ma come va, ma come stai, ma che fai? Что ты делаешь, как дела? Tutto bene, все хорошо. Ну и вот так. И так же я ей кричу с машины на улицу, а она мне также отвечает. Я говорю, ладно, давай, говорю, пока. А то, говорю, мы уже тоже как итальянцы стали орать между собой, чтобы выразить нашу вот эту эмоциональность. Вы можете себе представить? И наоборот, мужчины, например, могут свои эмоции выразить не только громким голосом и звонким голосом, но и заплакать просто от того, что проиграла его любимая футбольная команда. Просто когда уходит его девушка домой, он уже скучает, и он может разреветься всерьез, вот с горькими слезами. Может заплакать, потому что болеет его мама. Или просто он увидел душераздирающую сцену в фильме. Ну, насчет душераздирающей сцены, мне даже самой не нужна душераздирающая сцена. Я могу на раз-два просто заплакать. Но у меня вообще тут натура такая.
Я даже в мультиках могу заплакать, если кого-то очень жалко. Многие мужчины также очень вспыльчивы, ну просто очень, они просто не контролируют себя. И сразу, естественно, у них первое на языке – это мат. У них есть популярные слова матовые, которые они говорят абсолютно везде. Для них не важно, обидишь человека, не обидишь. Это у них идет просто для связки слов. Я не буду их говорить здесь, но они действительно их употребляют для того, чтобы, если он вдруг вот так вспылил, то он обязательно должен употребить эти фразы, которые, можно сказать, их любимые фразы, ругань ихняя, матовая. Вот таким образом они пытаются доказать кому-то что-то, свою правоту. Также они очень ревнивы, очень обидчивы, но быстро отходчивы. А когда пишут смски, то эта смска может изливаться в 10 смсках о своих чувствах, о том, как, что ты, где ты, как ты, где ты, когда ты. Вот просто забросает тебя за 2 минуты, забросает тебя таким количеством смс. Ну, правда, мой Массимо этого никогда не делает. Мой Массимо не романтик, мой Массимо не любит писать смски. Он не такой, совсем не такой. Но другая сторона, они в основном такие. Итальянец может ругать свою Италию, на чем свет стоит. Но в душе они все патриоты. Они потом начинают, поругают ее, и потом начинают ее наоборот расхваливать. Ну, они же быстро отходчивые. Начинают ее расхваливать. Белла Италия, белиссима Италия, ма Италия белла. И все тут, хоть что ты тут делай, Италия белла. И все. Культура, климат, традиции, особенно кулинария, как я уже ранее сказала. Еду они любят обсуждать. Мужики первое, что делают, это обсуждают еду. Что они будут есть в обед, что они будут есть вечером. Завтракают они так перебежкой, кто дома, кто в барах. Очень любят они завтракать в барах с капучино, кофе. Перед работой быстренько забежал, выпил это кофе, встретился с друзьями. Они любят встречаться, заходить в бар, где поближе каждый возле своей работы, чтобы там выпить это кофе и потом побежать сразу на работу, чтобы время много не терять. Какие же у них удовольствия у итальянцев? Они очень любят садоводство. Еда – это их любимая тема, как я уже сказала. Очень любят итальянцы футбол. Ну и женщин, естественно. Женщины – это их слабость. Итальянцы очень любят путешествовать, они любят ездить по своей стране. Они любят возвращаться в одно и то же место по нескольку раз. У многих итальянцев есть просто свое место на лето, куда они ездят годами, то есть свое место отдыха. Они могут снимать домик в аренду каждый год, и им это не надоедает, потому что это для них отдых. Кто любит, например, на море, кто любит в горы. Ну и реже итальянцы ходят в кино. Не все итальянцы любят ходить в кино. Особенно итальянцы любят поговорить. Поговорить обо всем, просто посплетничать. Ох, как они это любят! Вы себе просто не представляете. Например, часами они могут просто разговаривать о еде, а при этом обсуждая, что они поели и как они это все приготовили. И другой тоже делится, например, как он приготовил и что он тоже поел. Это они могут обсуждать часами. Они могут часами обсуждать политику, говорить о политике. Они могут говорить о футболе. Они могут также часами говорить о женщинах. Это они тоже любят. К
семье итальянцы относятся очень серьезно. Они любят свои семьи, стараются на выходные дни выводить свои семьи, особенно своих жен распрекрасных, в рестораны, на ужины, на прогулки. Особенно если дети, то стараются в выходные дни устроить какой-то развлекательный вечер для детей, чтобы дети тоже могли немножко поразвлечься. Ну, они же как-то работают оба. Если оба работают, дети, школа, садик, то поэтому выделяются выходные дни. Как-то они стараются заполнить свои выходные дни именно тем, чтобы отдохнуть всей семьей, если есть дети, или позабавить своих детишек. Ну, если нет детей, то вдвоем как-то находят себе досуг или же идут к своим родителям. Это они очень любят, воскресные обеды у своих мамочек дорогих. Пранцо ди доменика называется, воскресный обед. И поэтому многие очень итальянцы со своими семьями идут к своим родителям, то есть к бабушкам, чтобы вкусненько и сытненько там отведать свою любимую кухню. То есть любимые блюда, которые им готовит мамочка. Что сказать про мужскую дружбу? Это святое. Очень много ребят, мужчин своими друзьями собираются с друзьями. Они просто выезжают куда-то отдохнуть в те же горные на лыжные катания свои, когда бывает период зимний. Или в ресторанах могут собираться. Часто я наблюдаю тоже, что собираются в ресторанах и сидят. Это не странно, здесь это очень нормально. И которые проводят время, досуг свой. В барах они любят кучковаться тоже. У некоторых итальянцев друзья на первом месте. Ну, в принципе, так же, как и у нас. У нас тоже такое бывает, да, наблюдается. Просто здесь как-то многие это неправильно, может, воспринимают. Но это нормально. Одежда итальянцев. Ну, что сказать. Итальянцы очень любят наряжаться. Очень. Итальянцы могут иметь брюки, джинсы, ну просто разных цветов. И желтые, и красные, и малиновые, и зеленые, и голубенькие, и белые. Ну, белые все имеют. Для них это никакого смущения не доставляет. Они обожают просто наряжаться, обвешиваться разными побрякушечками, всякими браслетиками, миллионными браслетиками, сережками, и тут, и где только возможно. Ну, мне, например, чересчур не очень нравится, но это мое дело. И сижу себе со своим мнением, но особенно шейный платок, шарф. Я сама привыкла зимой, когда только начинает холодать, я сама одеваю этот шарф и просто даже дома в нем бываю, потому что мне вот эта часть начинает мерзнуть, начинает поддувать, задувать. Но для них это как аксессуар. Они имеют миллион платков, миллион шарфов и просто... Вот на самом деле платки, шарфы и платки, они их так классно умеют одевать, украшать себя, заворачивать, что просто иногда смотришь и думаешь, как же это красиво, как же это правда, стильно, и ему очень это идет. Особенно они еще любят, чтобы у них вот с кармана пиджака, если здесь есть нагрудной карманчик, то обязательно отсюда тоже должен выглядывать платочек. Это тоже их слабость итальянцев, между прочим. Ну а что меня больше всего удивило в Италии, когда я увидела, что итальянцы здесь носят гольфы. То есть не носки короткие, как наши мужчины носят, а просто гольфы до колена. До колена они еще могут быть полосатые, с любыми принтом фрукта, в цветочек, в обезьянку. Ну просто что ему вот нравится, то он и оденет.
И абсолютно без всякого смущения. То есть, если лето, то будут фрукты какие-нибудь, ананасики или бананчики, или клубничка, такие яркие. Но чаще бывают полосатые, разных цветов, яркие полосатые гольфы. Что сказать про обувь? Обувь у них тоже бывает очень много. Под все цвета и все случаи жизни, и все случаи погоды. Это тоже у них как болезнь. В основном женятся итальянские мужчины поздно. То есть 30-летний парень для родителей очень молодой юноша. Поэтому женятся они в основном поздно, но при этом у них уже у всех бывают отношения, и они, многие просто сожительствуют, но именно отношения к браку они подводят к этому очень серьезно. Бывают случаи, что они встречаются по 10 лет, по 15 лет. Многие ребята встречаться начинают прямо со школьной скамьи, и поэтому их отношения могут продлеваться очень долго, так как у них идет длинная учеба, потом находить работу, и они женятся только в том случае, если они уже материально стоят более-менее уверенно, и только тогда они связывают в брак свои отношения. Иначе они могут вот так провстречаться, просожительствовать всю свою жизнь, даже детей могут иметь, и нормально для них, это абсолютно все нормально. Зато никто никому ничего не должен, правильно? Ну, надеюсь, я немножко вам рассказала. Меня очень давно просили рассказать об итальянских мужчинах, поэтому я сейчас вот сижу тут одна и думаю, дай-ка я что-нибудь вам расскажу. Ну, я думаю, что я вам немного рассказала, хотя бы какой-то, хотя очень многие из вас знают прекрасно, какие итальянские мужчины, и это для тех, кто вообще не знает, какие они, чтобы у них была небольшое такое представление, какие же они, эти итальянские мужчины. Ну вот я вам и рассказала. Спасибо всем огромное за внимание, что сегодня тоже послушали меня. Буду ждать обязательно ваших комментариев. Пишите мне, я буду вам отвечать с огромным удовольствием на ваши комментарии. Желаю вам хороших выходных, хорошего дня, мирного неба и до новых встреч, дорогие мои друзья. Пока-пока.